лайк, это уже тошнит уже всех от нас. Ну, конечно, я с каждым разом становлюсь все круче. Понятное дело. Я тебя не давлю своим авторитетом. Нет. На верном пути. И это тоже так классно смотрится. Потому что в любом случае он нужен. Ну, блин, это мое. Я хоть расчесываться начала. А в Украине, я помню, мне прям в кайф было. Ну что, было, да? Да-да-да, было. Всем привет! Вы на канале Сила вдохновения, и сегодня мы снимаем эпизод третий с Аленой. Мы уже посмеялись, что остановиться мы уже не сможем. Нам понравилось общаться в таком формате. И, опять же, повод встретиться друг с другом и поговорить. Алена Веда, тренер творческих состояний. Мы учились вместе в академии и сопровождаем друг друга в творческих процессах уже более 2 лет. Я Оксана Будяк, ведущая этого канала, если можно так сказать. Тема сегодняшнего эпизода – творчество в отношениях. Почему мы выбрали такую тему? Потому что отношения, наверное, важная часть жизни каждого человека. Отношения с собой, с миром, с противоположным полом. И мы решили поговорить об этом, потому что это очень актуально для нас обеих и для остальных людей. Поэтому представься, если кто-то тебя еще не выучил, не знает. Меня зовут Алена Веда, я тренер творческих ментальных состояний, мастер духовной трансформации, аналитический психолог. И действительно, тема отношений – это отношений с собой прежде всего. Это, наверное, то самое зерно, из которого прорастает, как я вижу, огромное дерево любых других отношений и с партнером, и с миром, и с творчеством, и со здоровьем, с телом, с душой, с разумом, абсолютно со всем. Поэтому это очень крутая тема, которую мы сегодня разберем, разложим, распакуем. И хотелось бы углубиться в этот вопрос и развернуть его не с обычной позиции, как все смотрят на отношения, а пойти через творчество, потому что те отношения, которые мы создаем, они в любом случае произрастают изнутри, из нашего состояния. И, как всегда, рада тебя видеть, рада снова взаимодействовать. Да, уже остановиться не сможем, и мне кажется, что это прекрасный процесс, который запускается в этом пространстве, за что тебя очень благодарю. Пожалуйста, я уверена, что скоро мы настолько привыкнем быть в эфире с тобой, что будет уже такой онлайн нон-стоп. Напомню, что мы находимся в разных не только временных зонах, но и днях. У Алены сейчас утро, у меня вечер. Она живет уже в четверг, а я еще... в четверг, в среду. В среду. Да, у меня сейчас на Бали, да? Уже через день перепрыгивать начинаем. А я еще во вторник. Хорошо. Чем отличаются для тебя отношения через творчество, творческие отношения или как и от обычных? Творческое отношение к себе, не знаю, как ты это сформулируешь. Ну, если вообще говорить про отношения в целом, отношения с собой, отношения с партнером, отношения с миром, то действительно у нас есть всегда выбор, как их создавать и как их строить. И вот для меня творческие отношения – это отношения осознанные, когда я понимаю, что я создаю, я знаю, что я хочу создавать, и я взаимодействую с собой, с партнером и с миром из состояния прежде всего своей целостности. Что такое, как ты сказала, обычные отношения? Что чаще всего происходит в нашем мире? Это то, что люди выстраивают отношения, не ориентируясь на свои чувства, не ориентируясь на свои внутренние состояния, а просто очень частая ситуация, когда люди строят отношения, потому что надо, да, вот как раньше у нас, когда ты уже замуж выйдешь, и человек... Да, кому надо. И раньше очень часто отношения, которые выстраивались раньше, да, у наших предков, родителей и так далее, они чаще всего строились из этой позиции, что уже возраст, уже время, уже пора рожать или еще что-то. Сейчас очень сильно время изменилось, и я считаю, что мы переходим на уровень осознанности, да, когда людей осознанных становится больше, а из этого состояния люди и создают совершенно другое, создают отношения другого уровня и качества, и прежде всего с собой. И когда мы начинаем строить отношения из состояния, а какие у меня отношения с собой сейчас, и по-честному, тогда мы можем выстраивать отношения осознанные уже и с партнером, и с миром в том числе.
Вот я вижу осознанные отношения, творческое партнерство. Это когда встречаются две личности, которые умеют управлять собой, умеют управлять своей жизнью, и, соответственно, вот они соединяются вместе, и из этого состояния они могут создавать уже что-то новое, как новую жизнь, именно творить ее, да, осознанно творить и передавать там свои какие-то знания, передавать свой опыт, вкладывать в новую жизнь, чтобы новая жизнь расширялась. Вот я это вижу вот так, а не наоборот, да, чтобы друг друга разрушать и, Я я не знаю, только хотела приводить сказать, а как же сейчас модные вот эти виды отношений, абьюзеры, да, газлайтеров. газлайтинг, господи, я даже Да, еще да, да. разговаривать не научилась. Ну, как же без этого? Говорят, скучно без этого. Как же вот эти итальянские эмоции, экспрессия, там поскандалить, поругаться. Как, Ну, ну, это ж, опять ну, это для же, кого-то творчество. ну, ты знаешь, я не могу назвать это творчеством, потому что это скорее потребительские отношения, в которых, не знаю, там, с одной стороны, у человека нерешенные вопросы, там, ну, допустим, как чаще всего происходит, когда у мужчины нерешенные вопросы там, с мамой, например, он эти отношения перетягивает в отношения со своей женщиной. И если у женщины какой-то есть нерешенный внутренний вопрос, то, соответственно, она это перетаскивает в отношения. А в близких отношениях партнера, если мы говорим не о кто выше, кто ниже, а мы говорим о равных партнерах, когда мужчина и женщина, они как два равноценных партнера, то есть две личности. И вот когда эти отношения выстраиваются именно из позиции «я хочу больше создавать, я хочу лучше создавать, я хочу расширяться», то это равноправие здесь именно в позиции, что женщина свою роль включает, чисто женской природы, мужчина свою роль. А вот то, что мы говорим про эти игры, про манипуляции, про абьюз, гаслайтинг и так далее, то это, к сожалению, потребительские отношения, когда люди за счет других людей пытаются прожить свои эмоциональные состояния, с которыми не справляются. Я, например, понимаю, что работая даже с клиентами, очень многие, осознавая, что они не могут какие-то эмоции прожить, они приходят к своему партнеру, и первое, что они делают, создают конфликт, чтобы эмоция вышла. И они так, фух, все, отработали. Но это не значит, что человек решает внутренний вопрос. Он просто выгружает свою эмоцию, чтобы другой человек помог это переработать. А это не про творчество. Это скорее просто, как, знаешь, использование другого человека, чтобы другой человек стал, не знаю, там, контейнером для переработки какого-то мусора. А это не про правду, это не про честность. И опять же, я всегда смотрю в ценности людей. Если у людей есть ценность творчества, есть ценность любовь, есть ценность там, честность, цельность и так далее, то такие люди с такими ценностями, они сначала работают с собой. Как я могу стать любовью, как я могу стать цельным, как я могу стать счастливым и так далее. А они идут к своему партнеру и создают какие-то конфликты. Поэтому вот эти все игры, которые происходят сейчас у нас между людьми, я считаю, что уже очень многие люди вышли из этого состояния. Уже очень многие люди начинают понимать, что такое качественные, здоровые, зрелые отношения. А есть люди, вот я называю их эмоционально незрелые. Это люди, которые все еще в детских позициях, и они пытаются через других людей вот как-то высвободить свое состояние. И поэтому я и возвращаю к тому, что каждому нужно развернуться внутрь себя и по-честному определить, что там внутри происходит, что человек не может здраво взаимодействовать с другими людьми. Там. И при том, что знаешь, что интересно, что вот эти абьюзеры и газлайтеры, они же по сути внутри себя то же самое не делают с собой. Они абьюзят точно так же сами себя наедине с собой. Точно так же манипулируют, точно так же там, тирания в отношении самих себя проявляется. И с такими людьми уже априори невозможно взаимодействовать, потому что у человека не решен внутренний вопрос. Вот я это вижу так. Поэтому, опять же, да, вот мы говорили про обычные отношения. Вот обычные отношения – это те отношения, которые все еще остались на уровне игр разума. Я это вижу так. А вот осознанные творческие отношения, мне кажется, это отношения будущего. Вот это те люди, которые смогут создавать, мне кажется, уже постепенно переход в совершенно другой мир, другого качества, в жизнь другого качества, ну и так далее.
Я это вижу так. Допустим, пришла к тебе клиентка, да, вот такая вот как я, да, 10 лет занимаемся собой, уже внутри там все раскопали, закопали, уже прям такая осознанная, и почему-то одна. Вот и что делать? Вроде и творчески отношусь к жизни, и уже там никого не абьюзю, никого не прессую, да, понимаю, что надо потише, да. И вот что, с чего начать? Как бы вот это даже не поиск творческого партнерства, вот почему так происходит? Почему так происходит? Потому что на самом-то деле у меня вот есть много таких запросов, когда женщины задают вопрос, вот я же там работаю над собой, почему я до сих пор одна? И когда я честно начинаю задавать вопросы и углублять человека внутрь, то там проявляются очень интересные истории о том, что на самом деле женщина не хочет строить отношения с мужчинами, потому что есть мнение, что придется немножко себя ужать под партнера, да, то есть вот я живу своей жизнью, у меня самостоятельная жизнь, я там занимаюсь своими делами, у меня свое окружение, и у многих действительно есть мнение, что если появляется партнер, то жизнь поменяется. Это как, знаешь, очень многие говорят, вот, если появится ребенок, то все, жизнь меняется полностью, придется от этого отказаться, от этого отказаться. И вот у очень многих женщин блоком является то, что они уже создают свою жизнь, самостоятельно создают свою жизнь, они уже это умеют. И И когда некуда приходит партнер, впихнуть этого мужчину, да, да? да, то есть ему нет места. Это, знаешь, это как вот чаще всего, что появляется, что женщина настолько становится самостоятельной, что как будто бы мужчина, он не знает, с какой стороны свою роль включить. И вот это самая главная Подступиться, проблема да? очень многих. Да, то И есть что ему нет делать? места. Опять же, из внутреннего состояния у нас есть в психике каждого человека есть такое понятие, как мифическая пара. И вот эта мифическая пара, она внутри каждого из нас состоит из женского и мужского. То есть вот как там внутри, вот эту историю нужно исследовать, как там внутри живет вот эта мифическая пара. Возможно, там женское, самостоятельное, оно уже намного больше, чем мужское, которое может вообще хоть как-то с этой женщиной взаимодействовать. И вот когда мы смотрим, что мужского, к примеру, ему нет места, потому что очень сильная доминирующая женская, то вот эту мифическую пару внутри, ее нужно балансировать. По сути, это и есть, да, вот это состояние инь-янь. И когда инь больше, то янь, естественно, не может балансировать в этом состоянии. И вот здесь нужно смотреть, какие отношения прежде всего находятся внутри, что там происходит в мужском и женском. А И как уже из этого, инструменты? Да, у врачей там есть всякие там скопы, микроскопы, которые... Что ты запускаешь внутрь, чтобы рассмотреть эту мифическую пару? Что надо сделать? у меня свои инструменты погружения, в том числе через воображение, в том числе через сопровождение людей в глубину. Мы погружаемся, мы достаем эти образы, мы смотрим, что происходит, и уже дальше психическими техниками мы начинаем трансформировать. Если мужское, например, у кого-то, у женщин есть мужское, которое намного больше, а женское там где-то в тени сидит, мы это достаем, распаковываем. Аналогично, если женское большое, мы смотрим, что повлияло на это мужское, да, то есть в уме может быть какая-то маленькая программа, которая подавила мужское, а женскому пришлось вырасти, потому что мужское было неактивно. И вот погружая людей через техники в их внутренний мир, вот это путешествие в глубину, мы смотрим, что там происходит с женским и мужским. И очень редко, вот действительно очень редко внутри есть баланс вот этих частей. И когда, к примеру, даже вот у меня есть и семейные пары, которые я сопровождаю, и я вижу, что даже если смотреть на пару, там видно, где мужчина, где женщина, где больше, где меньше. И когда мы начинаем взаимодействовать, я там из мужчины погружаю его, смотрю, что у него, и он удивляется, как такое возможно. Я говорю, а давайте смотреть на убеждения, как создаете вы вот это состояние внутри, что происходит, что влияет, какая программа ума влияет на то, что мужское более подавлено, а женское активно. И аналогично у женщины. И вот когда два партнера, они же вообще друг другу как зеркала, они показывают, что у кого происходит, особенно внутри. И когда смотришь на мужчину, задаешь вопросы, а что ты видишь в этой женщине? Первое, что он скажет, это то, что происходит у него внутри.
Точно так же женщина. Что ты видишь в своем партнере? Это самые такие банальные, простые вещи, которые уже на поверхность выдадут информацию, первоначальную информацию. Особенно если люди не сильно углубляются в тему психологических аспектов отношений, то они сразу скажут вот эту поверхность, да, вот когда первый слой, что я там вижу в партнере это, и я уже понимаю, что это происходит внутри человека, как минимум на базовом уровне, и в это нужно смотреть. А дальше, когда я уже углубляю, там раскрываются какие-то материнские там убеждения, например, и мы работаем с этим, что это не твое. Отдай это маме, верни это туда, у тебя своя жизнь, свой опыт. И вот таким образом через различные способы и через воображение в большей степени, потому что я очень люблю воображение, я очень люблю эту сферу, поскольку каждый раз погружаясь в свой внутренний мир, я понимаю, насколько он безмерен, безграничен, и насколько там просто невероятные, можно фильмы снимать. Но это всегда интересно, и, естественно, когда погружается в тему женского, мужского, а я об этом очень много и в принципе рассказываю, и эфиры вела, и рассказывала о том, что важно смотреть, на каком уровне у женщины и у мужчины находится сознание. Потому что, к сожалению, очень часто в таких более простых взаимоотношениях люди выстраивают отношения как где-то родительские. Да? Где-то девочка пришла к мужчине, мужчина как отец, или где-то мальчик пришел к женщине, и женщина ему как мать. А это самый примитивный уровень, с которого реально нужно просто выходить, работать над этим, притом работать глубоко и работать какое-то время, чтобы личность созрела. И вот я, в принципе, я надеюсь, что сейчас процессы все на Земле пойдут быстрее, сознание людей начнет развиваться быстрее, и вот с этих примитивных уровней многие начнут двигаться, да, на повышение, расширение своего сознания, чтобы создавать, наконец-то, здоровые, творческие, осознанные партнерские отношения. Вот. Поэтому не спеши, подожди, пока мужчины дорастут. Надо просто подождать. Он еще не родился, да? Чтобы зрителям было понятно, да? Техника активного воображения, активное слушание и вопросы, да? То есть это те инструменты, которые ты применяешь. Это самые простые, да, это самые простые инструменты, потому что я работаю несколько лет, я собирала инструменты, и я вот, допустим, человек приходит, мы общаемся, и я в процессе уже понимаю, я считываю, какие психические защиты срабатывают, какие проекции перекладываются. То есть ты читаешь человека, просто я хочу, чтобы наши зрители поняли, да, что это не какой-то мистический шар, что ты там не связываешься с духами, что тоже как бы возможно конкретно. Ты работаешь с активным воображением, да, то есть ты читаешь какие-то, как это сказать? Да, я и по лицу человека, и по поведению, и по тому, как он говорит, о чем он говорит. Даже в моменте, вот на первой сессии, я уже, мало того, я смотрю на сны, потому что сны до сессии ведут 100% информацию. Да, я работаю со снами. Я смотрю, с каким состоянием человек пришел, что он принес. В любом случае, я смотрю на то, как выстраиваются взаимоотношения уже с первой сессии, это уже о многом говорит. И дальше я иду, допустим, человек приносит запрос, и мы уже с запросом начинаем работать. Либо это активное воображение. Многие говорят, ой, у меня воображение не работает. Я говорю, работает, вы просто его не включали. Вы просто этим не пользовались, а это инструмент, который действительно помогает в создании реальности в том числе. И когда уже на протяжении какого-то времени мы работаем через воображение, у человека начинает включаться, да, вот эта новая нейронная сеть, она начинает формироваться, и появляется другая возможность расширять видение человека. И, соответственно, да, очень много психических техник, которые использовала несколько лет, я их отшлифовывала, я их отбирала, соединяла, и на каждой сессии под каждого человека происходит индивидуальная работа. То есть нет такого, что у меня там, да, по шаблону я делаю это. Поэтому очень сложно сказать... третье и компот. Да, поэтому очень сложно сказать, что конкретно. Но если, допустим, говорить про самостоятельную работу, да, вот что человек может сделать, это первое, что человек может сделать, это если есть партнер, сесть и на листе бумаги написать, что я вижу в партнере, хорошее, с другой стороны, плохое. И через партнера познакомиться с собой, да, потому что все, что будет написано, оно будет написано честно и о человеке, который видит, то, что есть в нем. Вот, поэтому потому это что человек не видит то, чего нет в нем самом. Да,
да, оно так и есть. И мало того, партнеры очень хорошо подсвечивают нам определенные сценарии. Да, вот многие люди могут как-то по сценарию определенному выстраивать свои отношения. Партнер это благополучно подсветит, и тоже через это взаимодействие можно спросить себя, в какой роли я здесь, в этих отношениях, например. И тоже по-честному, первый ответ, который придет из подсознания, потому что интуитивные ответы, они приходят нам сразу, пока еще не включается ум, который начинает фильтровать, удобную формулировку подбирать, и там еще поудобнее ответ, чтобы не так неприятно было. А вот первый ответ, который приходит, он честный. Да, вот просто какую роль я в отношениях выполняю. И первое, что приходит. Даже если неприятно, лучше столкнуться с этой правдой и что-то с ней сделать, чем добровольно продолжать играть в какую-то игру, которая не нравится. Вот. А если мы говорим, вот как ты спросил, да, что делать, где этот партнер, то задать себе вопрос тоже честный. Например, сесть и расписать просто, какие мысли будут на этот счет идти, для чего мне партнер. Да, вот. И этот вопрос, он поднимет тоже очень много информации, из которой можно будет посмотреть правду, посмотреть, для чего действительно нужен партнер. Потому что если мужская, мы как женщины, мы не можем полноценно понимать мужскую природу. И мы не можем полноценно выполнять мужские роли, не можем эти задачи выполнять. Естественно, когда какие-то роли женщина на себя надевает, это тяжело. Вот если тяжело, значит где-то включен мужской аспект. И естественно, когда у женщины включен мужской аспект, мужчине некуда встроиться в эту атмосферу. И вот Все когда занято, женщина занято отключает, все уже, да. да, место занято. Поэтому задать вопрос, зачем мне мужчина, и для себя внутренне просто посмотреть даже в ощущения, я в мужском аспекте или все-таки в женском? Насколько я чувствую себя женщиной, или все-таки у меня есть вот это смешание, где-то мужское, оно сильнее? Анализировать через это, смотреть через это. А Алена Веда знает, зачем ей мужчина? Для творческих, партнерских, осознанных отношений. Потому что я какое-то время, вот я очень много внутренней работы проводила, и я понимаю, что когда я пришла в точку соединения инь-янь, вот я и вижу отношения как инь-янь, когда мужская природа соединяется с женской. И вот в этом состоянии есть способность, во-первых, в отношениях мы всегда развиваемся. Когда мы сами с собой, вот тоже, кстати, интересный момент, что многие, заходя в отношения и понимая, что им нужно развивать какие-то качества, там, не знаю, какое-то проявление, на какие-то компромиссы идти, то есть, по сути, развивать в себе то, что было не нужно, когда человек был сам собой. А в отношениях всегда идет развитие, потому что партнер сразу подсвечивает какие-то там слабые места, какие-то пустоты, еще что-то. И вот для меня прежде всего осознанные отношения, когда встречаются два партнера, которые оба за развитие, они помогают друг другу в этом процессе. Не спасают друг друга от чего-то, а именно подсвечивая, поддерживая, помогают развивать какие-то качества, какие-то способности, подсвечивают друг другу таланты, подсвечивают друг другу сильные стороны. Да, я не говорю про, опять же, про абьюзивные отношения, где люди друг другу подсвечивают только слабые стороны и пытаются, наоборот, присадить. А вот в творческом партнерстве это и есть цветение дерева, да, когда сад начинает постепенно расцветать, он приносит свои плоды, и вот это взаимодействие, вот я хочу выстраивать такие отношения. Для меня важно, чтобы в отношениях была правда, честность в плане того, что я могу человеку что-то подсветить, что-то проговорить, и мне человек может что-то подсветить и что-то проговорить, и при этом не пытаться быть хорошей, не пытаться быть удобной, а быть тотально честной. Вот мне ранее, когда я выстраивала отношения там, раньше я понимаю, что мне не хватало вот этой атмосферы, где я могу прийти и честно о чем-то сказать. Да, где-то что-то было, там, не знаю, легче умолчать, легче с самой собой поработать. Но когда ты понимаешь, что есть человек, который на твоем же уровне, и он осознает и эмоциональный аспект, и физический, и психический, да, вот когда есть это состояние, это дает расширение, это дает возможность выходить на другой уровень
и проходить трансформацию другую. Тем более здесь на Бали, в этой атмосфере, мне кажется, здесь все процессы происходят в разы быстрее, и каждый день, знаешь, вот подсвечивает это. Я думаю, вау, так это возможность для еще большего развития и себя как личности, и своей атмосферы, и своего пространства. Поэтому для меня на сегодняшний день как неинтересно играть в игры людей, которые раньше были, не знаю, актуальны. Я помню, когда тему отношений более глубинно изучала психологически, когда я начала смотреть, есть целые пикаперы, вот, да. И мне было очень интересно, и когда более глубинно углублялась в тему отношений, я увидела, что есть, оказывается, школы пикаперов. И я, честно говоря, ужаснулась от того, что люди, насколько, да, вот в нашем мире люди не осознают ценности ни любви, ни жизни, ни партнерских отношений, ни творчества, а используют способы манипуляции для того, чтобы просто пользоваться там женщинами, то есть не осознают ценность женщин, не осознают ценность мужчин. И меня это действительно ужаснуло, потому что этого очень много, оказывается, в нашем мире. И очень много людей, которые вообще не про отношения, и далеко не про отношения. Противовес пикаперам есть до сих пор существует куча курсов, где женщин учат использовать мужчин. Да, то же самое. К сожалению, да. К сожалению, да. А это и говорит о том, что люди не понимают, что сознание можно развивать, можно выходить на другой уровень, становиться прежде всего человеком, да, и соединяться со своей душой, что-то создавать, творить. По факту так и есть. И страшно, что в этом мире очень много незрелых людей, потому что вот именно эти люди, они включаются в эти игры, и им это интересно. Но знаешь, что самое главное? Вопрос, а счастливы ли эти люди? И сколько есть очень богатых, обеспеченных, успешных людей, и единственное, что от них слышно, я внутри себя несчастлив. И когда задаешь человеку вопрос, а что тебе приносит счастье? И многие говорят о том, что мне хочется человека рядом, который будет меня понимать, будет меня слышать, чувствовать, потому что, опять же, партнерские отношения, прежде всего, это чувственный уровень. Когда эмпатия, да, работает эмпатия, ты чувствуешь состояние человека, и ты своим состоянием, если, допустим, у тебя ресурсное состояние, там, воодушевленное, вдохновленное, ты создаешь атмосферу, и у человека меняется состояние. А мы, как тренера творческих ментальных состояний, знаем, что такое создать атмосферу, в которой у клиента меняется состояние в более расширенное, вдохновленное, творческое. То есть я понимаю, что можно на это влиять. А понятное дело, когда люди не могут сойтись на уровне души, вот я, знаешь, я изучая тоже тему отношений, я понимаю, что есть много уровней, на которых люди должны, по идее, сойтись в отношениях. Но самые базовые — это на уровне души, на уровне разума и на уровне тела. Вот если хоть что-то из этого выпадает, а синхронизация не происходит. То есть здесь где-то есть дисбаланс. И вот опять же, многие люди, которые очень здорово устроили свой материальный мир, которым нравится их успех и так далее, но они несчастливы просто от того, что нету рядом человека, который сможет смотреть в глубину. И вот этих запросов становится все больше. В том числе, правильно? Да, потому что я считаю, что связь на уровне души, она доступна становится тогда, когда люди выходят на чувственный уровень, выходят из своей головы и выходят на чувственный уровень. А это совершенно не про игры, которые у нас в мире пользуются популярностью, и люди думают, что таким образом они будут делать себя счастливее. Ну, к сожалению, нет. И в это нужно честно смотреть. Ну, прям здорово. Я прям тебя слушаешь и верится в то, что все будет хорошо. У нас есть несколько минут. Я хотела еще пару вопросов задать про сны. Чтобы ты, какие, может, ну, я не могу назвать это упражнениями, такие практики перед сном, допустим, ты бы пожелала, чтобы человек включил этот процесс творческих отношений, чтобы это творческое партнерство включить. Может, там, перед сном что-то себе говорить, или когда просыпаешься, что-то записывать. Как использовать сны по назначению? Ну, во-первых, для того, чтобы использовать сны по назначению, нужно внутренне понять момент, что наши сны — это не просто сны.
И это огромная база информации, которая через какие-то образы, через какие-то там декорации показывает нам, что происходит у нас внутри. То есть вот даже в работе в сопровождении я понимаю, что после сессии у всех людей в течение там 1-2 дней снятся сны, которые показывают, куда идти дальше. Даже вот так. И когда хотя бы неделю первую попробовать, каждую ночь перед сном ложиться, полностью расслаблять тело, вниманием проводить от стоп до макушки, расслаблять сначала тело, и в этом состоянии расслабленном давать себе запрос конкретно, вот, куда хочется посмотреть, что хочется спросить у психики, да, это если простым текстом, что хочется спросить у психики, и сформировать этот запрос в расслабленном состоянии, задать себе запрос, вот что конкретно хочется увидеть во сне, какой ответ получить из сна. Если это касается отношений, то банально просто вопрос, какие отношения сейчас живут внутри меня. И вот этот запрос, например, если ложитесь, расслабляетесь, задаете запрос, и последующее «я хочу запомнить сон». Ну, вот какие отношения живут внутри меня, и я хочу запомнить сон. Все, человек засыпает. Желательно, у нас есть определенные фазы сна, и желательно, если мы хотим получать больше материала из психики, то до полуночи, пока еще работают часы, когда наши, да, вот часы для нашего организма, когда сон действительно качественный, тогда можно получить более яркие сны, более детальные сны. И вот до полуночи ложитесь, информацию себе запустили, запрос, расслабили тело, а утром просыпайтесь и хотя бы кратко, вот все, что приснилось, кратко выписывайте сразу. Не смотрим, да, как и многие там сразу там листают ленты, нет, а вот первое, что человек делает, и желательно не в телефон, а вот прям ручкой на листах бумаги записать хотя бы тезисно, что было. И если сон не снится один день, второй, третий, в течение недели этот процесс нужно запустить. И вот когда мы запускаем, мы даем психике сигнал, что я готова тебя слышать, я готова тебя видеть. Вот. Многие говорят, что им не снятся сны. Вот у меня, я когда про сны рассказывала в Инстаграм, многие говорили, что «а что мне делать, мне не снятся сны?» Ну, у меня, Сны я не же снятся. с таким запросом тебе приходила. У меня тоже был период, когда я вообще не видела сна. Чаще всего, что происходит у людей, и вот я пообщалась с этими людьми, я у них спросила, что у них происходит в жизни. Вот люди, которые живут в постоянном стрессе, например, или у которых перенапряжение в течение дня, когда психика перенапрягается, первое, что психика делает, когда человек уходит в сон, она все отключает для того, чтобы человек просто выспался и отдохнул. Потому что если Здесь она... оставь меня в покое. Да, вот именно об этом и происходит, потому что если психика в течение дня устала, ей будет очень сложно перерабатывать во время сна какую-то информацию, и ей проще отключить все системы, которые вытягивают ресурс. Вот, поэтому сначала, если человеку не снятся сны, выравнивается образ жизни так, чтобы хотя бы ложиться спать до 12 ночи, как минимум. В 11, вот 11, там, полдвенадцатого, хотя бы в это время уже полностью подготовиться ко сну и отключиться. И постепенно выравнивать образ жизни, выравнивать свою зону отдыха, и потом дальше работать уже со сновидениями. Вот так. Ну, спасибо. Про сны, конечно, хочется побольше говорить. Может, одно из видео. Это большая тема. Да, вы, дорогие зрители, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать следующие подкасты про сновидения или еще про отношения, или про инструменты, которыми мы пользуемся как тренеры творческих состояний. Ну и поддерживайте нас лайками, делитесь нашим видео, записывайтесь на консультации, просто будьте счастливы, улыбайтесь, крепко спите. Да, это точно. Отдыхайте. Главное отдыхать. Вот если отдых есть, то тогда и процесс развития и внутренней трансформации он происходит намного легче. Если отдыха нет, то психика начинает использовать дополнительные ресурсы, а это не есть хорошо. Поэтому тоже хочется пожелать всем баланса, чтобы все в жизни было сбалансировано, внутреннее состояние в том числе, чтобы внутреннее состояние, метафорически я скажу, чтобы было похоже на цветущий сад.
и чтобы каждому хотелось ухаживать и собирать плоды в дальнейшем со своего внутреннего сада. Вот, поэтому всем благ, всем счастья и всем творчества. Безусловно, всем творчества. Я пойду спать и смотреть сны. А тебе хорошо.